Итак, друзья, у нас сегодня две цели. Первая цель – это научиться настраивать баланс белого без ущерба для цвета кожи. И вторая цель – научиться на практике при обработке применять гармоничные цветовые схемы. Метод, с которым мы будем сегодня работать, использует большинство коммерческих фотографов, и вы сегодня изучите этот инструмент, ничего сложного в нем нет. Все материалы, которые мы сегодня будем использовать в ролике, вы можете скачать по ссылке под видео. Привет, друзья! После того, как мы обсудили с вами гармонию цвета и выбрали из множества цветовых схем именно те схемы, которые воспринимаются нами лучше и работают на зрителя более эффективно, чем другие, настало время приступить к практике применения цветовых решений. И сегодня мы будем с вами обрабатывать фотографии с мастер-класса Ильи Двойковского с применением методики, которую мы применяли на мастер-классе. Обрабатывать мы с вами будем вот эту фотографию с мастер-класса. Давайте, наверное, обработаем несколько снимков. Что еще? Вот. На мастер-классе я снимал на камеру Canon 6D и объектив Canon 85-1.8. Снимки, с которыми мы будем работать, я оставляю по ссылке под видео. Для понимания данной методики обработки рекомендую начать с этих снимков, потом уже попробуйте на своих работах. Итак, это было предисловие. Давайте не будем терять времени, а приступим непосредственно к обработке наших фотографий. Итак, переходим в Lightroom. Вот фотография, на которой мы будем тренироваться, и после обработки полученные настройки применим к аналогичным снимкам, снятым в этом же месте. Первое, что мы делаем при работе с любой фотографией, но с портретами это важнее всего, так как у нас есть цвет кожи людей, который мы испортить не имеем права, и это настройка нейтральной черной точки при помощи инструмента Tint. Тинт можно настраивать и при помощи точки белого, но чистый белый на фотографиях присутствует крайне редко, а вот черный есть всегда. Он находится, например, в складках одежды. Выбираем самое темное место, увеличиваем изображение, поднимаем немного экспозицию, чтобы осветлить пиксели. Перед тем, как мы начнем крутить тинт, друзья, я вам хочу сказать, что данный способ актуален только для цвета кожи человека европеоидного типа, выговорил. Смуглая кожа или сильно загоревшая, которая уже потеряла белые оттенки из-за солнечного загара, с такой кожей проще работать. После настройки нейтрального черного вы можете немного подвигать баланс белого и подобрать цвет кожи, который будет вашему взгляду приятнее. Самое главное не злоупотреблять, чтобы кадр не вышел синим или желтым. Продолжаем. Поднимаем немного экспозицию, чтобы осветлить пиксели, и ориентируясь на темный участок, двигая ползунок тинт влево или вправо, выбираем значение, при котором черный станет нейтральным. В этой настройке нет готового алгоритма, это определяется чисто на глаз, и чем больше у вас будет опыта в работе с тинт, тем проще вы будете находить нейтральный черный. Я, пожалуй, остановлюсь на таком положении ползунка. Двумя кликами левой кнопкой мыши возвращаю экспозицию в первоначальное значение и перехожу к поиску баланса белого, при котором на коже не останется никаких цветовых артефактов, что в дальнейшем нам поможет избежать пятен и неравномерности цвета на коже. Нам необходимо найти среднее значение между теплым и холодным, при котором кожа будет иметь самый идеальный цвет без наличия паразитных цветов. Итак, ползунок Saturation желтого сдвигаю полностью вправо, и в нашем случае желтый не проявляется. Окей. Возвращаем насыщенность желтого в первоначальное значение двумя кликами левой кнопкой мыши. Переходим в фиолетовый. Этот цвет недопустим на коже, так как фиолетовые оттенки это цвет неживой кожи. Цвет гематомы, извините за сравнение. Насыщенность фиолетового до упора вправо, и на изображении этот цвет присутствует. Сделаем небольшую паузу, где нужно искать паразитные цвета желтого и фиолетового. Это Т-образная часть лба, кончик носа, скулы, зубы и белки глаз. На остальное не обращаем внимания, попросту игнорируем. Итак, продолжаем. Для исправления цвета кожи переходим в температуру и при фиолетовых, холодных артефактах, делаем баланс белого немного теплее, до исчезновения паразитных цветов. Вот мы его и побороли, и соответственно при излишнем желтом, теплом цвете на лице, делаем баланс белого немного холодней. Возвращаем насыщенность фиолетового в исходное положение. И снова небольшая пауза для очередного правила.
В случае, если на лице присутствуют и желтые, и фиолетовые паразитные цвета одновременно, и полностью избавиться от них не получается, необходимо подобрать такое среднее значение баланса белого, при котором эти оба паразитных цвета будут иметь наименьшее значение. Переходим к базовым настройкам. Это дело вкуса. Я лично обработаю классически. Первым делом я подберу профиль. В данном снимке мне больше нравится Adobe Standard. И, кстати, не игнорируйте этот инструмент, профиль. Иногда он дает очень интересный и эффективный результат. Вот нейтрал, например, сглаживает кожу, но при этом добавляет небольшую дымку и дает очень интересный эффект. Хорошо, двигаемся дальше. Повышу немного экспозицию, снимок темноват, это заметно и по светимости красок, и по гистограмме, которая ушла немного влево. Highlights уберу немного влево для устранения светимости светлых участков изображения. Немного добавлю информацию в тенях и настрою контраст ползунками черное и белое. Теперь необходимо подобрать цветовую схему для нашего снимка при помощи цветового круга Итона. Возьмем пока еще не обработанную фотографию и немного добавим насыщенности, чтобы проявить цвета. Теперь при помощи пипетки, которая, как нам известно, никогда не ошибается, выбираем все цвета, которые присутствуют на фотографии. Как вы заметили, красок множество, но не все из них в процентном соотношении к другим цветам занимают много места. Некоторых так вообще незаметно. Но даже эти незначительные мазки могут нанести вред цветовой гармонии. Следующим шагом для наглядности я размещу эти цвета на цветовом круге Итона. И вот что у нас получилось. На цветовом круге я отмечу основные цвета. Как мы видим, здесь много синего и циана. Вместе они занимают порядка 60%. И разных оттенков красного, оранжевого и желтого, которых в кадре процентов 15-20. Остальные цвета незначительные, и еще присутствует белый цвет, который не участвует в цветовой схеме. Он является компенсатором и при этом очень хорошо сочетается как с холодным синим, так и с теплым оранжевым или красным цветом. И сразу же напрашивается цветовая схема, которую мы выбрали в прошлом видео как одну из эффективных цветовых решений. Это разделенная гармония. Или подобную схему вы можете встретить в разных источниках как контрастная триада, и она будет обозначена равнобедренным треугольником, что сути не меняет. Вы спросите, почему тогда не использовать схему с холодным цианом? Циан, бирюза, везде этот циан, который, честно говоря, уже поднадоел. Это во-первых. А во-вторых, снег, который у нас в снимке присутствует, в небольшом количестве, правда, на земле, сделанный природой, и на ветках, сделанный человеком, смотрится приятнее, когда он синий все-таки, а не циановый. Кстати, в компании Disney тоже со мной согласны, и в мультфильме «Холодное сердце» снег раскрасили в синие оттенки. А циановый присутствует в цвете одежды, предметов, но не на снегу. Итак, выбираем первый вариант цветового решения и при помощи инструмента HSL Color в Lightroom или Camera Raw в Photoshop в аналогичном инструменте будем усиливать цвета схемы, маскировать ненужные цвета, которые мы будем сдвигать в сторону нужных. И если вы обращали внимание, то наверняка поняли, что инструмент Hue — это фактически наш цветовой круг, который просто разогнули впрямую и разрезали на полосочки. И если вы уже изучили инструмент Hue, то увидите, что практически любой цвет легко переводится в соседний сектор. Немного дотягивается до сектора, который расположен через сектор, но, к сожалению, не может дотянуться через два сектора. А зеленый можно увести в сторону цианового, до синего он не достает. А если бы доставал, нам легче его спрятать, чем кардинально менять цвет одежды. Все-таки менять цвет одежды нежелательно, и так мы будем просто понижать его активность. А вот желто-зеленый и красно-фиолетовый, они тянутся хорошо через сектор. Поэтому мы их не прячем, а немного смешиваем с цветом нашей схемы. Таким образом мы повышаем цветовой контраст нашего изображения. Вернемся к обработке. Переходим в панель HSL Color Hue и переносим наше цветовое решение в практическую плоскость. Красный немного в сторону оранжевого для перехода в красно-оранжевый сектор. Оранжевый самую малость передвигаем в сторону желто-оранжевого сектора и получаем вот в этой вилке цветовой контраст. Желтый передвигаем в сторону желто-оранжевого сектора. Зеленый сдвигаем по максимуму влево и маскируем, убавив насыщенность и подняв его светимость. Фиолетовый при этом переводим в сторону синего сектора, а красно-фиолетовый в сторону красного.
С маскировкой все. Теперь повышаем вес красок, входящих в нашу цветовую схему. Переходим в инструмент Calibration и идем по порядку. Но начнем снизу, с синего цвета. Повышая насыщенность синего канала, повышается насыщенность не только синего, но и других цветов. Синий на нашем снимке повышает холодные оттенки, а я хочу в кругу этой замечательной семьи сохранить очаг тепла. Поэтому сильно повышать не буду, хотя по большому синий позволяет увеличить насыщенность до 80 до 100%. Зеленый канал повышает насыщенность оранжевых, красных оттенков и немного остальных. Самое главное не привнести красноту на лицах. Повышаем насыщенность красного канала до момента, пока он не начнет влиять на цвет кожи. И также смотрим на общую насыщенность снимка. Так как в нашем случае фактически холодный синий работает в паре с теплыми оранжевыми оттенками, но синего больше, мы в инструменте Calibration выставляем равновесие красок между теплыми и холодными. И для того, чтобы оранжевые оттенки стали весомее, мы их делаем насыщеннее, повышая тем самым их вес в цветовой схеме. При обработке другого снимка, скажем летнего, вам возможно понадобится другой баланс цвета. Поэтому не берите это за правило. Это также делается каждый раз на глаз. Прервемся на правило. Если лица при работе с каналами начинают краснеть, оттенок красного канала передвигаем немного вправо, а синего влево. И наоборот, если лица желтят. А теперь, друзья, представьте, если бы не защитить цвет кожи от влияния паразитных желтого или фиолетового цветов, какие бы мы лица получили в итоге? А с этим методом мы повышаем насыщенность цветов, оставаясь абсолютно уверенными, что это никак не повлияет на цвет кожи. Переходим к следующему этапу – градиенты. Градиенты позволяют нам увеличить объем изображения за счет создания псевдопереднего плана, если такого нет на снимке. И еще при помощи градиентов можно осветлить лица людей, делая акцент на лицах и эмоциях. Теперь небольшая ретушь. Осветляем зубы и белки глаз. Далее, если этой ретуши нам недостаточно, то простым нажатием клавиш Ctrl-E переходим в Photoshop, где можно сделать более глубокую, тонкую ретушь. Доработать снимок при помощи плагина пластика, если это необходимо, и снимок будет полностью готов к публикации. В этом видео я не буду делать доработку Photoshop, все-таки эта тема посвящена цвету и балансу белого, а ретуши и пластики будут посвящены другие видео. Вернемся к нашему снимку. Давайте посмотрим, какое было изображение и какое стало. Отлично! Теперь давайте перенесем наши настройки к другим похожим снимкам. Я создам пресет, который также вы можете скачать по ссылке под видео, как и снимки в формате RAW, с которым я сегодня работал. Было, стало. Еще один снимок. Замечательно. Давайте еще один. Очень хорошо. В заключение хочу добавить, что я работал в классическом стиле. И если вы работаете над своим собственным стилем, вы можете после такой обработки добавить свою любимую тонировку, градиент или виньетку. Главное, помните, что во всем должна быть мера. Ну вот, друзья, я познакомил вас с методикой обработки, которая позволяет получить красивую гармоничную фотографию. И так как у меня с мастер-класса есть еще интересные кадры, то в следующих видео мы еще вернемся к обработке, но уже с использованием других цветовых схем. Хочу добавить, что, конечно же, невозможно передавать вам всю атмосферу мастер-класса и некоторые фишки, которыми поделился Илья. Их даже тяжело систематизировать. Поэтому я буду делиться с вами периодически этими плюшками, так сказать, по мере их использования в моих видео. На этом, друзья, все. Добра и мира вашему дому. До новых встреч!